Сегодня предлагаю отвлечься от политических прогнозов и сложных тем, чтобы поговорить о внешности российского диктатора. Точнее, об искусственных изменениях, произошедших с его лицом за последние 20 лет. На первый поверхностный взгляд это может показаться ни на что не влияющим аспектом личной жизни. Но если взглянуть глубже, то понимаешь, что предметом изучения здесь на самом деле является не лицо Путина, а тайные психологические процессы, скрываемые маской, которую год за годом создает российский диктатор. А если учесть, что мы говорим о человеке, который обладает абсолютной властью в ядерной державе и распоряжается судьбами миллионов людей, то здесь уже, наверное, все согласятся. Любая деталь в его личной психологической конструкции становится поводом для анализа. Последовательные изменения внешности Владимира Путина от коррекции век до инъекций, филлеров, ботокса и подтяжек фиксируются на фотографиях и видеозаписях с начала 2000-х годов. И это давно уже стало объектом медийного внимания и даже мемов. Но нас интересует не сенсация, а суть. В этом выпуске мы разберемся, что именно происходило с лицом Путина, какие процедуры с точки зрения медицины были проведены. И главное, что они говорят о его психологическом состоянии. Цель этого анализа – проследить, как лицо может превращаться в проекцию внутренней тревоги, страхов и комплексов. И что за этим стоит с точки зрения физиологии, психологии и клинической динамики. Первое вмешательство, которое можно зафиксировать визуально – блефаропластика, хирургическая коррекция век. Судя по доступным фото и видеоматериалам, операция была проведена в конце 2000-х годов. До вмешательства у Путина были характерны возрастные признаки в области глаз, нависшие верхние веки, придающие взгляду усталость, и мешки под глазами, сформированные жировыми грыжами. Это типичный процесс естественного старения. Кожа теряет эластичность, мышцы ослабевают, жировая ткань смещается вниз. Визуально это делало лицо более оплывшим, усугубляло выражение усталости даже при нейтральной мимике. После операции картина меняется. Верхние веки открываются, исчезает нависание, разглаживаются мешки под глазами. Взгляд становится свободным, легче считывается зрачок, исчезает ощущение отечности. Это не результат отдыха, косметики или хорошего освещения. Это хирургическое вмешательство, выполненное по четкому протоколу под анестезией. Все помним тот факт, когда он выходил на Красную площадь, и у него вдруг слеза какая-то пробежала по щекам. Дорогие друзья, я прежде всего хочу поблагодарить всех граждан России, которые принимали сегодня участие в выборах президента Российской Федерации. Особая благодарность, конечно, тем, кто собрался сегодня здесь, в Москве, всем, кто поддерживает нас в каждом уголке нашей огромной, необъятной Родины. Спасибо всем, кто сказал «да» великой России. Я вас спросил однажды, мы победим? Мы победили! Мы победили в открытой и честной борьбе. Это не слезы сопереживания украинскому народу, в то еще время еще не было войны, это не какое-то чувство, которое проявилось. Так проявляет себя именно слезная железа после операции по подтяжке нижних век.
То есть мы видели, что в этот момент изменились его нижние веки. Тоже изменился разрез глаз незначительно. И вот этот период реабилитации, который проходит, он приводит к непроизвольному слезотечению, потому что есть припухлость именно слезных протоков. Блефаропластика включает удаление избытка кожи век, иссечение или перераспределение жировых грыж, при необходимости укрепление круговой мышцы глаза для профилактики рецидива. Разрезы располагаются по естественным анатомическим линиям, складки верхнего века или под ресничным краем нижнего. После заживления они становятся практически незаметными. Результат – так называемый открытый взгляд. Лицо выглядит более бодрым, моложавым, собранным. В области глаз появляется четкость, а усталость уходит. Этот тип вмешательства часто используется в эстетической хирургии именно как способ скорректировать уставшее лицо и вернуть ясность взгляду. В случае с Путиным оно стало первым звеном в цепочке косметических и хирургических процедур, направленных на полное переписывание возрастной архитектуры его лица.